2005 год был знаковым в автомобильной жизни Великого Новгорода и Новгородского региона. Открылся автосалон «Рено». И жителям Новгородчины стали доступны не только долгожданные Логаны, но и весь модельный ряд знаменитой французской марки. Так началась история нашей компании «Авто М». В этом же здании открылся и сервис «Рено». Однако объемы продаж стали опережать возможности сервисной зоны, которая в то время занимала площадь 2 боксов. Поэтому было принято решение о выкупе 1 гектара земли и переоборудовании имеющегося там здания под зону сервиса. И в 2008 году начал функционировать Рено-сервис с полным циклом по ремонту и обслуживанию, включая кузовной цех. Несмотря на кризис 2009-2010 годов, мы, руководствуясь принципом «кризис – время сильных компаний», начали строительство нового здания для будущего автоцентра «Рено Великий Новгород». И в мае 2011 года новый автосалон был торжественно открыт. На празднике присутствовал губернатор и представители руководства «Рено России». Новый автоцентр отвечал всем высоким стандартам французской марки как по организации продаж автомобилей, так и по клиентской и сервисной зонам. Если до 2005 года автомобили с ромбом были редкостью на Новгородчине, то уже через несколько лет Рено стала самой популярной иностранной автомобильной маркой в регионе, достигая доли до 15% рынка, что гораздо выше среднероссийской. Наша компания двигалась вперед. И на освободившихся торговых площадях в сентябре 2011 мы открыли дилерский центр Peugeot. А бывшее здание автосервиса Renault было переоборудовано под сервис Peugeot. Используя наработанный опыт и стабильное финансовое положение, наша компания стала участвовать в конкурсах на получение дилерства по другим автомобильным маркам. Был выкуплен участок земли на первой линии трассы Санкт-Петербург-Москва на самом въезде в Великий Новгород. В стране грянул очередной финансовый кризис. Но нам не привыкать. И в мае 2015 года мы завершили строительство и открыли новенький дилерский центр уже под корейским брендом Kia. Претендентов на дилерство в регионе было много, но Kia выбрала именно Авто М в качестве своего партнера. На открытие приехал сам президент компании Kia Motors Rus Ким Сонг Хван. Встречали мы его по русским обычаям, и дилерский сертификат получили из рук президента. В 2016 году мы открыли новое направление по продаже авто с пробегом. А в 2017 построили открытую площадку на 100 автомобилей рядом с действующими автосалонами. Бренд Renault меняется, и мы меняемся вместе с ним. В 2019 году была произведена реконструкция экстерьера автосалона в соответствии с глобальным ребрендингом дилерской сети. Новый стиль и новое цифровое время требуют новых подходов и форм общения с нашими клиентами. Мы стали активно использовать цифровую среду как точку коммуникации с нашими покупателями. Снимали и продвигали в глобальной сети сюжеты про наш автоцентр, новые модели марки, объясняли, как правильно эксплуатировать автомобили, чтобы они долгие годы радовали своих автовладельцев безотказной работой. Делали лосиные тесты. Проверяли проходимость и жесткость кузова. Участвовали в ледовых испытаниях. Совершали путешествия на миллионы лет назад на новенькой Аркане в поисках окаменелостей, демонстрируя превосходные характеристики и проходимость автомобиля. Показали, как хорош обновленный Каптюр, который отлично подходит для городских и загородных поездок. На радость молодой аудитории погоняли на 402 метра, где в качестве пилотов были сотрудники отдела продаж.
И, конечно, рассказали, как хорош новый Duster, за что его любят и выбирают тысячи благодарных клиентов. АвтоМ сейчас – это стабильная, заслужившая отличную репутацию компания, со сплоченным, молодым и в то же время опытным коллективом, готовая к решению сложных задач нового времени и нацелена на дальнейшее успешное развитие в автомобильном бизнесе.